Переходим к заключительному слайду, и здесь мы будем говорить уже о рынке аренды, о котором я вам обещал рассказать. Верхняя часть слайда мы повторять не будем. Рост 3,07% в годовом измерении. Цифры есть, можете, в общем-то, почитать, да, или пересчитать. А вот нижняя часть, здесь мы говорим о рынке аренды. Причем помните о том, что я применяю классификацию. Так вот, вверху у нас класс социальное жилье, и внизу, друзья, у нас класс социальное жилье. Для того, чтобы, так сказать, выводы были логичны. Итак, что мы видим? Здесь период сравнения у нас июнь. Помним, что я аренду делаю раз в квартал. Это долгосрочная аренда. Нет смысла делать раз в месяц. Так вот, что мы видим в июне 2026 года в целом по городу Одесса, это $421 аренда была. А в июне 2025 года в целом по городу Одесса это было $396. Это стоимость аренды. Напомню, сюда входит одно, двух, трехкомнатные квартиры и выше. То есть в генеральную выборку попадают все квартиры. Итак, не падайте со стула, друзья. Ну, кто готов, знаком с математикой, кто знаком, в общем-то, с экономическими процессами, тот, наверное, сейчас очень сильно удивится. Так вот, при фронтовом городе Одесса мы видим в целом по городу рост в годовом измерении 6,32%. О чем это говорит? Это говорит о том, что, друзья, я так думаю, что цифра уже достаточно безумная для пассивного дохода. Давайте как бы обсудим, почему я считаю, что это уже безумная цифра. То есть это много очень. Предположим, друзья, всего лишь предположим, что у вас есть 10 тысяч, ну, чтобы вы понимали, как посчитать стоимость денег, да? У вас есть 10 тысяч, возьмем 10 тысяч долларов. Вы решили получать пассивный доход и отнесли эти деньги в банк. То есть открыли депозитный счет валютный в долларах. Вы получите 1% в годовом измерении, то есть 10 тысяч будет банк использовать и в конце года даст вам, так сказать, 100 всего лишь долларов. Это будет ваш пассивный доход. 1%, запомнили, да? Ну, где-то я видел 1,5, но я думаю, что, скорее всего, это 1. Так вот, здесь же, понятно, что вы не купите квартиру за 10 тысяч долларов, но за 25 тысяч, я думаю, что вы можете купить. Так вот, купив однокомнатную квартиру за 25 тысяч долларов, сдавая ее в аренду, вы будете получать 6,32% годовых. Если мы отсюда отнимем амортизацию, налоги, хотя налоги никто сейчас не платит в Украине, ну это рынок аренды, это серый рынок, там вообще это самое, как оно называется, найти человека, который бы платил официально налоги, это, наверное, ну, не найдете днем с огнем, я знаю, о чем я говорю. Так вот, если, предположим, вы там налоги даже платите, как физлицо, да, это 18%, по-моему. А как ФОП вы будете платить, там, скорее всего, 5%, если вы на едином налоге будете, третья группа. Так вот, у вас все равно останется больше 5%, друзья. Ну, 5% и 1%, то, что вам пассивного дохода будут гарантированы банком, в который вы положите свои 10 тысяч, так сказать, долларов, это две большие разницы, да, как говорят в Одессе. Поэтому, друзья, я считаю, что максимально рынок аренды перегрет, и это связано, друзья, с тем, что, кстати, мне об этом пишете и вы. Ну, меня смотрят умные люди. Город Одесса. Первое, это город-порт. Второе, здесь достаточно много работает людей, которые связаны с ВПК, военным промышленным производством. То есть это и перевалка грузов,
и сборка каких-то составляющих, возможно, там ремонт техники и так далее. То есть город насыщен максимально людьми, которые или же работают в военно-промышленном комплексе, и также военные также присутствуют, офицерский состав живет, друзья, не в казармах, а живет в, естественно, квартирах, поэтому именно с этим связан ажиотаж на рынке жилой аренды. Мы говорим о том, что стоимость аренды растет буквально какими-то неадекватными темпами, но все хорошее когда-нибудь заканчивается. И я предполагаю, что если на сегодняшний день город Одесса перестает существовать как крупный порт, логистический узел, то вот это все суета по поводу роста стоимости квадратного метра, роста аренды, все это, что, друзья, посыпется буквально в течение, ну не знаю, полугода. Я цифру полгода это или будет больше, точно не угадаю. Но все говорит о том, что, друзья, если останавливаются вот эти процессы, которые я описал, да, перестает город существовать как логистический хаб или узел, то, соответственно, и аренда выше уже, ну, 7%, наверное, невозможно это, да. И вот аренда первая должна отреагировать на что? На процессы, которые будут внутри уже рынка недвижимости, в общем-то, складываться. То есть мы увидим сначала снижение аренды стоимости, а потом увидим снижение вот здесь также стоимости квадратного метра при продаже. Итак, друзья, ну, достаточно вам подробно постарался рассказать. Давайте закроем показ слайдов, и я вам, так сказать, про прогнозы очень быстро еще расскажу. Ну, во-первых, начнем с того, что при прогнозах я использую метод многофакторного анализа, и я исследую, что же происходит с экономикой. Это основные показатели, которые характеризуют развитие экономики, называется внутренний валовый региональный продукт, именно региональной Одесской области. Все это есть в открытом доступе, друзья, можете проверить. И вот если сравнивать год с годом, а тем более если сравнивать то, что было до войны, то есть то, что сейчас, это, друзья, экономика мертва скорее, чем жива. Это очевидные вещи. Рынок недвижимости не может жить по своим каким-то отдельным законам. Даже риэлторы и те говорят, что рынок недвижимости является сегментом украинской экономики. Отсюда делаем выводы, но это обобщенно делаю очень кратко, что стоимость квадратного метра должна снижаться, как и будет снижаться и снижается, кстати, количество транзакций. Мы говорим сейчас про вторичный рынок. Так вот, стоимость будет снижаться. На сегодняшний день мы видим рост 3%. Я все-таки, друзья, предполагаю, что ну, возможно, еще вот август месяц мы будем видеть динамику роста, и с сентября месяца мы будем видеть снижение по 0,5%. То есть это, ну, я не знаю, там останется, это 9-й месяц, да, останется у нас 3 этих самых месяца, но это где-то 1,5%. То есть в итоге по концу года мы увидим, что положительная динамика еще будет сохраняться, плюс 1,5%. Но, возможно, уже тенденции будут вырисовываться следующие. Мы будем видеть снижение стоимости квадратного метра как до конца года, так, возможно, следующий год. И это связано, друзья, еще раз с тем, что вот сзади меня красивый, видим пейзаж города Одессы. Если вы заметили, да, вот это все, что называется, портовая инфраструктура. Все в огнях, все горит, все красиво, все работает. Корабли подходят, разгружаются и уходят. Так вот, когда это все остановится, друзья, тут уже не до рынка недвижимости, поверьте. Мы это уже видели, это я имею в виду себя и компанию Olim Consulting, так как исследую я рынок недвижимости достаточно давно, уже больше 20 лет, наверное. Итак, друзья, постарался подробно вам рассказать о том, что было, то есть мы поговорили о ретроспективе, зафиксировали погоду рынка недвижимости на сегодняшний день. Она перегрета, явно перегрета.
и спрогнозировал или же попытался спрогнозировать и предположить, что произойдет с рынком недвижимости города Одесса до конца 2026 года. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью, вам необходимо что сделать? Правильно, подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить данному видео. Но вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом, ну или как минимум путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Лайки, друзья, дизлайки, комментарии и делитесь с друзьями. И не забудьте подписаться. До встречи в следующих моих видеороликах.